Всем привет! Сегодня мы разбираем очень красивую задачу из замечательной группы 3.142 в Фейсбуке, ссылку на которую вы найдете в закрепленном комментарии. Условие задачи в моей переформулировке было следующее. Есть книжная полка, на которой располагаются 4 одинаковые книги. Первая стоит вертикально, вторая относительно первой съехала на угол 15 градусов, третья съехала относительно второй на угол 15 градусов, и четвертая съехала относительно третьей на угол 15 градусов. Известно, что расстояние между левыми нижними углами первой и второй книг равно корню из 3. Требуется найти расстояние между левыми нижними углами третьей и четвертой книг. Что удивительно в этой задаче? Удивительным является тот факт, что ответ не зависит от соотношения толщины и высоты книги. Это многие заметили. С другой стороны, это же усложняет и вычислительное решение. Я предлагаю вам решение, которое основано на совершенно элементарных геометрических соображениях, доступных тем, кто уже изучил теорему Пифагора. Давайте начнем с простых наблюдений. Нам известно, что первая книга стоит вертикально, отметим это на картинке. Вторая книга наклонена к первой под углом 15 градусов, следовательно угол, который она образует с полкой, 75 градусов. Третья книга образует с полкой угол 60 градусов и четвертая образует угол 45 градусов. Нам требуется найти некоторое соотношение между синим и зеленым отрезком, но они на картинке располагаются далеко друг от друга и непосредственно не связаны. Нужно каким-то образом перестроить картинку так, чтобы эти отрезки располагались рядом, желательно были сторонами одного треугольника. И тут решение приходит само собой. Давайте выделим треугольничек, который образовался между первой и второй книгами, и полкой. И первую книгу вместе с этим треугольничком пристыкуем к четвертой книге. Видим, что угол, который при этом образовался, равен 30 градусов. То есть мы получаем, что у нас есть прямоугольный треугольник с углом 30 градусов, один из катетов которого равен корню из 3. Тогда второй катет равен единице и гипотенуза равна двойке, которая является ответом. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и наслаждайтесь геометрией.